Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю вам сделать вот такое яркое полотно в осенних красках с рисунком листвы. Мы не будем использовать ни спиртовые чернила, ни шелкографию, а все, что нам нужно, это несколько оттенков полимерной глины и парочка катеров. Для работы я использую разноцветные срезы глины с классическим эффектом. Эти срезы у меня остались после создания ярких брошек с радугой, и я решила применить их в работу и сделать вот такое полотно. Вы же в свою очередь глину можете просто нашинковать на небольшие срезы. Чтобы добавить рисунок на поверхность, нам также понадобится черная полимерная глина. Я использую 7 классических оттенков. У компании Артефакт насчитывается 65 цветов этой серии. Советую использовать именно эту глину, так как шифоны дают полупрозрачный эффект, а классик у вас останется такого же оттенка. Дальше мы их не растягиваем, не скатываем, а собираем в одно общее полотно, чтобы кусочки глины приклеились друг с другом, и прижимаем срезы так, чтобы максимально выпустить воздух между ними. Далее, если у вас есть паста-машина, прокатываем получившийся пласт на паста-машине. Складываем получившуюся заготовку пополам, понравившейся стороной кверху, и еще раз прокатываем полотно на паста-машине. Мы это делаем для того, чтобы сгладить границы между цветными срезами и убрать все трещинки из залома на поверхности глины. Далее разминаем черную полимерную глину и прокатываем ее также на паста-машине до самой тонкой толщины. Если у вас глина пластичная, то я советую после прокатки на пастомашине попробовать ее еще немножечко растянуть в разные стороны просто ручками. То есть сделать толщину пласта еще тоньше, максимально тонкая она у нас должна получиться. Вот прям как пленочкой. И далее этой пленочкой мы накрываем разноцветный пласт глины. Разглаживаю глину аккуратно, чтобы выпустить весь воздух. Убираю лишнюю пластику по краям и приступаю к созданию рисунка. Я подобрала 3 катера подходящей формы и поочередно начинаю их вдавливать в глину. Обязательно черная пластика у вас должна находиться сверху, когда мы будем придавливать катеры. И, друзья, я советую это делать все в один и тот же день. После того, как вы сделали разноцветное полотно, накрыли его черной пластикой, сразу же приступаем к созданию рисунка на поверхности. Пока у нас глина еще мягкая, пока она податливая, в таком случае при надавливании на катер, когда он будет погружаться до самого низа разноцветного пласта, черная пластика будет тянуться за стенками катера, и рисунок получится четким по контуру. Если же вы пластику уберете на время и, допустим, приступите на завтрашний день, такого эффекта может не получиться. Поэтому стараемся делать все сразу. Я поочередно вдавливаю все катеры. Размещать их можно как угодно, в любой последовательности. Это все зависит от формы выбранных вами катеров, зависит от размера полотна, этого, насколько стенки ваших катеров подходят друг под друга. Конечно, если вы выберете цветочек с неровными краями, то под него будет сложнее подстроиться, чем если вы возьмете вот такие простые формы в виде овала, круга. После того, когда мы заполняем катерами все пространство на поверхности глины, рисунок смотрится еще недополненным. Если мы сейчас начнем делать срезы, то контур рисунка получится далеко друг от друга. Эффект макумагана будет очень слабым, поэтому давайте еще заполним вырубку рисунка, добавив листве прожилки, и нанесем небольшие насечки по периметру звездочек и в свободном пространстве между самим рисунком. За счет того, что у нас срезы были маленькие и глина тянется за инструментом вниз, получается вот этот вот необычный эффект. Когда мы будем делать срез, вы обязательно это увидите. Цвета будут перекрывать друг друга и плавно соединяться по краю. После нанесения рисунка на поверхность глины нам нужно прокатать ее скалочкой, чтобы убрать все бугорки и контур и сделать поверхность ровной. Также мы соединим обратно глину по вырезанному рисунку
и пласт у нас снова станет однородным. Вот теперь уже на этом этапе дайте пласту немножечко полежать, чтобы глина остыла. Иначе, если вы будете использовать в работе толстое лезвие, то пластика будет за ним тянуться, и ваш рисунок получится нечетким. Края у него будут как бы немножко сбиты. У меня очень тонкое лезвие, я его немного выгибаю, и вот на сгибе начинаю срезать верхний слой полимерной глины, стараясь убрать всю черную пластику. И как видите, на поверхности начинают прорисовываться разноцветные пятна полимерной глины, а также четкие контуры начерченного рисунка от катеров. Если на поверхности вашей заготовки остались отпечатки от пальцев, остались небольшие выемки от вырубки катеров, я советую еще раз пройтись по глине скалочкой, чтобы выровнять всю поверхность и убрать какие-то видимые изъяны. В итоге вот такое полотно у нас с вами получается. Его можно использовать как в создании сережек, так и для создания, например, колье или браслетов. По опросу в Instagram вы выбрали серьги, и в следующем мастер-классе я подробно покажу все этапы создания сережек, как можно сделать вот такие серьги-гвоздики без использования колечек, но чтобы они у нас получились супер прочными. Поэтому, друзья, если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, подписывайтесь. А также спасибо за ваши комментарии и лайки, потому что именно они помогают мне двигаться вперед и делиться с вами новыми идеями бесплатно. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!